Добрый день, дорогие водолеи, это ваш расклад на год. Начнем мы с месяца май. Подробный расклад на апрель я опубликую через несколько недель. А сейчас мы с вами начнем с первой карты. И эта карта будет на месяц май для вас, дорогие водолеи. Посмотрим, что же подскажут для вас карты, какой дадут совет. На каждый месяц мы будем вытаскивать по одной карте. И так до декабря. Если захотите посмотреть подробные расклады на каждый месяц, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одного нового выпуска. Ну а пока первая карта для вас, водолей, май месяц, у нас девятка чаш. Девятка чаш — это хорошая карта, это карта наполненности, карта завершения какого-то этапа. Кубки вообще это у нас водная стихия, и это карта исполнения желаний, карта завершения цикла, когда вот все получается так, как вы хотите. Здесь все чаши наполнены, вы наполнены радостью. Это очень хорошая карта, когда завершилось все вашей победой, вашим достижением, да, вашим исполнением желания какого-то, встречи какой-то. Завершился цикл. Цикл ожидания, возможно. Это очень удачная для вас карта, водолеи, и это карта изобилия, когда все есть, даже может быть больше, чем нужно, да? Карта застолья, у вас всего хватает и вам, и вашим детям, родителям, животным. Это карта праздника и карта результата. Возможно, кто-то из вас поедет к морю, например, к реке, на отдых куда-то, где вы можете расслабиться, отдохнуть, помедитировать, например, насладиться тем, что у вас что-то получилось. И просто, знаете, провести время для себя. Результат, когда самореализация, благополучие, даже может быть влюбленность по этой карте. В общем-то, май месяц обещает быть у вас довольно-таки удачливым. Давайте посмотрим теперь карту на июнь для вас, водолеи. Что подскажет Таро Вейта на июнь для водолеев. И эта карта у нас двойка чаш, двойка кубков. Смотрите, это кубки у нас это всегда эмоции, это, возможно, какое-то будет у вас предложение от какого-то партнера, либо по бизнесу, либо молодого человека, либо девушки, да, вашей. Возможно, кто-то даже обретет свою любовь. У кого-то будет важная встреча, такая эмоциональная. Чаши — это у нас водная стихия и стихия эмоций. Возможно, вас пригласят на свидание, либо это партнерство, творческий проект какой-то начнется, идея что-то вместе делать. Возможно, с подругой или другом, какая-то коллаборация может быть с какой-то организацией, да. Это вот когда две стороны хотят одного и того же, и у вас это получится. То, что вы хотите сделать, у вас получится. Возможно, кто-то вам работу предложит, да, за которую вы деньги получите, так как вы ее хорошо сделаете. В общем-то, обе стороны будут довольны. Возможно, вы встретите даже человека, который даст вам какой-то совет. Или даже, может быть, изменит вашу жизнь. Что-то такое будет, что вас эмоционально тронет. Может быть, еще какой-то договор, либо контракт. Чаша — это именно то, чего вы хотите. Что-то очень приятное для вас. И похоже, что в июне месяце что-то такое у вас произойдет. Подробнее потом посмотрим в раскладах на июнь. Так, следующая карта для вас, водолеи, на июль. Четверка пентаклей. Похоже, что вы будете сидеть на деньгах, копить
И никому одалживать в долг тоже не планируете. Деньги у вас будут. И вы вот видите, будете сидеть на своих деньгах. И это правильно. Эта карта говорит о том, что транжирить не нужно. Нужно копить, нужно собирать. Возможно, нужно инвестировать во что-то в разумное, да. Четверка еще может говорить о недвижимости, например. 4 угла. Может быть, вы купите квартиру, потом будете ее сдавать, инвестируете свои деньги, да, но потом будете получать прибыль. Но вообще, это карта накоплений. Совет карты, знаете, копить, собирать, никому не давать в долг, не транжирить направо и налево, не совершать необдуманных покупок, не делать необдуманных растрат, не поддаваться эмоциям каким-то, чтобы потратить деньги. Это карта расчетливая. Вам нужно будет подходить к своим финансам именно вот расчетливо. В июле месяце лучше, знаете, заниматься накоплениями. Вот такой вот совет карты. Так, Водолей, давайте посмотрим карту на август для вас. Что подскажет Таро для вас на август? И это карта Колесо Фортуны. Колесо Фортуны говорит о том, что ваша жизнь изменится кардинально. У вас будет желание, знаете, повернуть свою жизнь, поменять свою жизнь, изменить свою жизнь. Либо ваша жизнь сама изменится без вашей участи, да, потому что для этого уже пришло время, настал тот час, скажем так. Колесо Фортуны, это, знаете, вот действительно, когда судьба, она поворачивается, когда какие-то события случаются в вашей жизни, и ваша жизнь, знаете, как на 360 градусов переворачивается. Это может быть какое-то мероприятие, например, свадьба, либо рождение ребенка, какое-то событие знаковое, значимое, да, либо переезд, смена работы, смена места жительства, смена деятельности, интересы ваши могут измениться. Вот карта Колесо Фортуны говорит о счастливых переменах, сдвиги в вашей жизни, что что-то обязательно изменится. И это, конечно, волнительно будет для вас в августе, но в любом случае все к лучшему. Август вам принесет кардинальные изменения в вашей жизни. Так, Водолей, давайте теперь возьмем колоду 78 дверей и посмотрим, что же она подскажет для вас на сентябрь месяц 2021 года, дорогие Водолеи. Что же ждет вас в сентябре? Так, карта на сентябрь для вас — это карта Сила. Карта Сила — это у нас старший аркан, это очень тоже добрая, позитивная, положительная карта. У вас будет сила работать, сила творить, сила что-то делать. Это вот, знаете, когда вы можете добиться своего, у вас на это есть сила. Возможно, это сила обаяния, сила мастерства, сила характера, сила харизмы, страсти, знаний. Похоже, вы будете обладать, знаете, вот данной силой, когда вы кого-то можете даже притянуть к себе благодаря своим качествам, да, управлять можете благодаря вот своим навыкам каким-то, да. Вы обязательно справитесь с любой ситуацией, которая будет на вашем жизненном пути, потому что сила на вашей стороне, это старший аркан, правда на вашей стороне. Если будут какие-то конфликты, конкуренция, то вы обязательно со всем справитесь, вы обязательно победите. Если это будет касаться какой-то должности, например, работы, да, то у вас все получится, вас возьмут на эту должность, возьмут на эту работу. Еще эта карта также силы воли, и у вас с ней будет все в порядке. Сила еще любви к себе, может быть. Это львиная карта, видите, здесь лев или львица. Это еще карта может показывать щедрость. Карта щедрости. Но, во всяком случае, сентябрь у вас обещает быть тоже очень хорошим. У вас есть сила справиться со всем. Вам все подвластно.
Давайте посмотрим Водолей карту на октябрь для вас. Так, эта карта у нас Паж чаш. Это, знаете, когда какие-то обещания не выполнены. Паж кубков — это обычно, когда кто-то красиво говорит, но это всего лишь слова, всего лишь обещания, но ни дело, ни сдержание своего слова. Возможно, это какой-то человек, с которым вы познакомитесь, и он будет безответственным, да? Возможно, это дети, так как Пажи — это дети, ваш ребенок может вас чем-то огорчить, да, что-то пообещал и не сделал. Либо вы что-то узнаете, что вас огорчит, да. В общем, это какие-то невыполненные обещания. То, что вас, возможно, расстроит, но не стоит, знаете, здесь по этой карте слишком опрометчиво бросаться в новые отношения. Нужно получше присмотреться, потому что Пажи — это у нас люди, которые красиво говорят, но не всегда сдерживают слово, да? В общем, не верьте словам, доверяйте делам, проверяйте людей по поступкам, и тогда все будет хорошо. Но какие-то вот невыполненные обещания, судя по всему, в октябре месяце у вас предвидятся в вашей жизни, дорогие Водолеи. Давайте теперь посмотрим карту на ноябрь. Что в ноябре вас ждет? Так. И это у нас король мечей. Смотрите, как выглядит карта. Мечи — это у нас наши мысли, все, что мы думаем, о чем мы размышляем, умственный наш труд, да, так как это воздушная стихия. И это говорит о людях, которые обычно хорошо знакомы со своим делом, профессионалы, какие-то люди, юристы, возможно, врачи, дантисты, например, да, к которым вы пойдете, нотариус, айтишник, вот человек, который профессионал, к которому вы будете обращаться за советом. И вот это люди, которые четко выполняют задачи, они четко знают, что нужно делать. Также это может быть учитель, так как мечи — это, повторюсь, умственный и интеллектуальный труд. Может быть преподаватель какой-то, учитель. Если вы пойдете учиться, например, то какой-то человек определенный даст вам советы, что и как вам лучше делать. Если же это вы, то вам придется выступить в роли советчика, возможно, администратора, либо менеджера, либо управляющего, решить какие-то вопросы, вы возьмете на себя какие-то обязанности, организаторские, возможно, какие-то обязанности у вас будут. Здесь превыше всего логика, не эмоциональность. И в ноябре месяце, похоже, вам нужно будет что-то делать, какие-то на себя обязанности брать, быть в чем-то профессионалом. И, скорее всего, это будет связано с каким-то не физическим, а мыслительным трудом, да. Так, давайте посмотрим последнюю карту для вас, дорогие Водолеи, на декабрь месяц 2021 года. Что же вас ждет в декабре? И эта карта восьмерка мечей снова. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей у нас показывает страхи. Вы видите, девушка стоит, держится за голову и о чем-то думает. И здесь какие-то вот привидения, да, страхи в голове. Похоже, в декабре месяце вам будут мешать какие-то ваши собственные страхи. Так как, в принципе, здесь, если посмотреть, то никого же больше нет. Никаких людей нет. Никаких обстоятельств, ситуаций. Никто здесь не мешает, никто ее не пугает. Нету никаких угрожающих личностей, скажем так, да. Единственное, что здесь есть, это собственные какие-то мысли. Вот она держится за голову, и она своими мыслями себя держит.
вы своими страхами себя, вы знаете, как будто бы ограждаете от подарков судьбы, от возможностей. Нужно это убрать. Абсолютно убрать все эти страхи. Может быть, вы даже не знаете, куда вам идти, в какую сторону вам направиться. То тогда идите просто вперед, где открываются двери, где видите возможность. Это будет ваш первый шаг такой, да, дальше уже посмотрите. Здесь на самом деле ничего не заграждает ваш путь, ничего вам не мешает двигаться вперед, кроме вас самих, кроме страхов в вашей голове. Берите и идите, берите и делайте, избавляйтесь от страхов, пробуйте. Потому что страхи, да, это главный тормоз нашей жизни, да, который не дает нам двигаться вперед, принимать какие-то решения новые, менять сферу работы, возможно, какое-то насиженное местечко изменить на не совсем комфортное, но стремиться к своим целям, своим желаниям. Избавляться вам нужно в декабре месяце от страхов в своей голове, иначе они не дадут вам двигаться вперед, начать Новый год без страхов, и новые планы так и не осуществлятся из-за того, что вы боитесь. Вас ничего не держит. Никто вас не держит, вас держит только собственный страх. Избавляйтесь и оставляйте его в декабре месяце, чтобы Новый год начать с силой, которая у вас будет в августе месяце, да? Вот вы, вот ваши страхи, и вы должны от них избавиться. Я сейчас вам покажу Водолею еще раз все карты, которые вам выпали на этот год. Повторюсь, подробные расклады вы сможете посмотреть на моем канале. Подписывайтесь обязательно, нажимайте колокольчик. И я в свою очередь хочу пожелать вам, чтобы 2021 год был для вас успешным, чтобы у вас все получалось, никакие страхи вас не останавливали, чтобы у вас была энергия, силы, идеи, новые проекты у вас были, по бизнесу все получалось, в семье, в отношениях все было хорошо, чтобы у вас наконец-то исполнились ваши желания. Желаю вам успешного 2021 года. И увидимся с вами уже через пару недель в раскладе на апрель. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока.